В современном геополитическом контексте военная мощь и способность к самозащите играют ключевую роль. Наличие истребителей ярко демонстрирует военную силу и международное влияние государства. Эти современные самолеты способны сдерживать потенциальных агрессоров и защищать национальные интересы. К примеру, Тайвань сталкивается с постоянными нарушениями своего воздушного пространства со стороны Китая, что делает его уязвимым. Для усиления своей обороны Тайвань сотрудничает с США в разработке истребителей нового поколения. В условиях стремительного развития военных технологий истребительная авиация необходима для поддержания воздушного превосходства и поддержки наземных сил. Уровень господства в воздухе определяется количеством истребителей в арсенале каждой страны, а также общим размером воздушного флота и распространенностью определенных моделей истребителей. В нестабильном Тихоокеанском регионе США и Китай лидируют благодаря своим передовым военно-воздушным силам, и их текущие инвестиции в оборону свидетельствуют о продолжающейся борьбе за контроль над воздушным пространством. Способность содержать большой парк истребителей часто отражается в значительных военных расходах. По оценкам, в 2024 году вооруженные силы США включают 13 209 самолетов, что больше, чем у всех членов НАТО вместе взятых. Кроме США, только Турция обладает более чем 1000 самолетов в своих вооруженных силах, а Франция имеет 972 самолета. В этом видео мы рассмотрим международную авиацию. Развитые технологии и численное превосходство являются ключевыми компонентами воздушного флота. Мы представим страны с крупнейшим парком истребителей. ВВС США – крупнейшие и мощнейшие в мире. Их миссия – летать, сражаться и побеждать. Авиация в любое время и в любом месте. Они обладают наиболее технологически продвинутыми самолетами, такими как F-22 Raptor и B-2 Spirit, и парком из около 5200 самолетов, включая БПЛА. ВВС США насчитывают более 320 тысяч действующих военнослужащих. Созданные 18 сентября 1947 года, они участвовали во всех крупных конфликтах и играют жизненно важную роль в защите страны. ВВС Народно-освободительной армии Китая – крупнейшие в Азии и в мире, с более чем 2000 самолетов. Их основная задача – защита воздушного пространства Китая и поддержка армии и флота. В ВВС Китая служат более 400 тысяч человек. Основанные 11 ноября 1949 года, они быстро трансформировались из небольшого флота захваченных самолетов в современные высокоэффективные ВВС, участвовавшие в значимых конфликтах, таких как Китайско-Индийская война, Китайско-Вьетнамская война и кризис в Тайваньском проливе. Индийские ВВС являются воздушным подразделением вооруженных сил Индии и признаны одними из крупнейших в мире по численности личного состава, насчитывающего более 140 тысяч человек. Их обширный парк состоит примерно из 1600 самолетов, включая истребители, транспортные самолеты и вертолеты. Основанные 8 октября 1932 года как вспомогательные военно-воздушные силы Британской империи, они претерпели значительные изменения после получения Индии независимости от Великобритании в 1947 году. С тех пор ВВС Индии стали важнейшим компонентом национальной обороны. Главная задача ВВС – защита воздушного пространства Индии и ведение воздушных боевых действий в случае конфликта. Помимо боевых операций, они активно участвовали в миротворческих миссиях, таких как миссии ООН в Конго и Ливане, и принимали участие в крупных военных конфликтах, включая Индо-Пакистанские войны, а также Каргильскую войну. Индийские ВВС продолжают укреплять свои позиции с помощью модернизации флота. Введение в эксплуатацию современных самолетов, таких как Су-30 МКИ и Dassault Rafale, свидетельствует о приверженности к обновлению и поддержанию высокой боевой готовности.
Военно-воздушные силы КНДР имеют 950 боевых, 300 транспортных, 170 учебных и 30 разведывательных самолетов. Они были сформированы 20 августа 1947 года и впервые применены в бою 25 июня 1950 года в Корейской войне. Основу их технического парка составляют советские самолеты и вертолеты, или их копии, в основном выпуска 1950-х и 1970-х годов. Тем не менее, в арсенале есть и более современные самолеты, такие как МиГ-29, но их мало. С 2010 по 2019 год Северная Корея ежегодно тратила на армию около 25% своего ВВП. Однако сложно определить, какая часть этих средств направляется на ВВС. Южнокорейские ВВС, известные как ВВС Республики Корея, РОКАВ, за последние годы значительно развились. Сосредоточившись на противодействии угрозам со стороны Северной Кореи, они имеют современный парк истребителей, самолетов наблюдения и зенитно-ракетных комплексов. Тесное сотрудничество с США и стремление расширять свои возможности делает их важной региональной силой. ВВС Республики Корея основаны 1 октября 1949 года. На вооружении РОКАВ около 890 самолетов, и численность личного состава составляет около 65 тысяч человек. После Корейской войны ВВС продолжали развиваться, получив свои первые реактивные самолеты F-86 Sabre в июне 1955 года. В 1965 году были введены сверхзвуковые истребители F-5A Freedom Fighter, а в 1969 истребители-бомбардировщики F-4 Phantom II. Закупая авиатехнику в США, Южная Корея создала современные военно-воздушные силы, которые к 2012 насчитывали 65 тысяч человек. В рамках программы модернизации ВВС Республика Корея заключила контракт с США на поставку 40 истребителей F-35. По данным Всемирного каталога современной военной авиации на май 2024 года, в составе российских ВВС насчитывается 809 истребителей, из которых 422 – многоцелевые, ударные и перехватчики. ВВС России были созданы в 1991 году после распада Советского Союза, унаследовав значительный парк самолетов от советских ВВС, многие из которых были устаревшими и требовали модернизации. В последующие годы ВВС обновили свой парк новыми самолетами, такими как Су-35 и МиГ-35. С момента своего создания ВВС России участвовали в ряде конфликтов. Созданные после подписания Сан-Франциского мирного договора силы воздушной самообороны Японии JISDF были сформированы в соответствии с отказом Японии от содержания обычных вооруженных сил. Основные обязанности JISDF включают защиту воздушного пространства Японии и обеспечение воздушной поддержки наземным и морским подразделениям. EISDF располагают парком, насчитывающим более 800 самолетов, включая истребители, транспортные самолеты и вертолеты, и действуют с основных баз, расположенных на Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Окинаве, а также нескольких меньших баз по всей стране. В составе JISDF служат более 50 тысяч военнослужащих. Французские ВВС, известные как Armée de l'air, обладают разнообразным парком современных истребителей, стратегических бомбардировщиков и специализированных разведывательных платформ. Благодаря своему глобальному охвату и участию в многонациональных операциях, они вносят значительный вклад в безопасность Франции. Основанные 2 июля 1934 года, французские ВВС имеют 650 самолетов и насчитывают около 41 тысячу военнослужащих. В рамках плана по модернизации ВВС Франции к 2030 получит 185 боевых самолетов «Рафаль». Израильские ВВС, известные своим оперативным совершенством и инновациями,
имеют высокоэффективный и адаптивный флот. Уделяя особое внимание точным ударам и превосходству в воздухе, они разработали передовые воздушные платформы и внедрили передовые технологии. Несмотря на небольшие размеры, израильские ВВС доказали свою эффективность в различных конфликтах и остаются доминирующей силой на Ближнем Востоке. Созданные 28 мая 1948 года, израильские ВВС имеют около 600 самолетов и насчитывают около 34 тысячи военнослужащих. Королевские ВВС Великобритании РАФ – старейшие независимые военно-воздушные силы в мире. Основанные 1 апреля 1918 года, РАФ располагают современными истребителями, возможностями дозаправки в воздухе и стратегическими транспортными самолетами, демонстрируя мощь и поддерживая глобальные военные операции. Тесное сотрудничество РАФ с союзниками по НАТО и их высокая оперативная совместимость способствует эффективности и влиянию на мировой арене. В составе РАФ около 466 самолетов и 32 тысячи военнослужащих. После Холодной войны численность флота РАФ значительно сократилась, составив лишь 1/3 от прежнего количества. В заключение, 10 вышеупомянутых военно-воздушных сил являются самыми влиятельными в мире. Их авиационные технологии, стратегические возможности делают их ключевыми игроками в воздухе. А ВВС США остаются непревзойденными по размерам и технологическому превосходству.